Всем привет! Меня зовут Анастасия, и сегодня я начинаю этот канал. И начать я его хотела, конечно бы, с себя и познакомиться с вами немного ближе. Мне 27 лет, я живу в России, мы снимаем квартиру в небольшом городе. Также у нас есть котик. И сегодня я бы хотела показать вам небольшой рум-тур этой квартиры. Она далеко не идеальна. Въехали мы сюда всего лишь месяц назад. Кстати, сегодня ровно месяц с нашей первой ночевки в этой квартире. Это небольшая евро-двушка, но до этого мы снимали с мужем однокомнатную квартиру. И, наконец-то, у нас появилась спальня, долгожданная кровать. Наверное, на кровати я не спала со школы, потому что когда я уехала учиться, у меня была софа, дальше у нас был диван уже с мужем, и вот, наконец-то, кровать, чему я очень рада. Сейчас уже вечер, возможно, не самый верный вариант для съемки, но я не хочу больше откладывать этот момент, поэтому начинаем сейчас. Как обычно, по традиции, начинаем со входной двери. Сначала мы попадаем в небольшую прихожую. Это стойка с обувью. Уже была на этой квартире. Наша чуть-чуть больше, в этот угол не входит. Скорее всего, ее позднее я перенесу на балкон. А сюда эту тоже хочу убрать на балкон, потому что она пластиковая и не совсем устойчивая, и заменить ее, когда будет такая возможность, непременно им воспользуюсь. Также небольшой шкаф. Возможно, хорошим вариантом сюда было бы поставить вешалку для остальной верхней одежды, потому что с наступлением зимы этого пространства нам точно не хватит. Как только мы попадаем в коридор, здесь у нас находится включатель для коридора и для ванны, что немного необычно, потому что обычно включатель для ванны находится рядом с дверью, перед ней или за ней. Далее мы попадаем в ванную комнату. Здесь у нас ванна, очень удобная, очень рада, что она у нас есть и что она именно акриловая. В прошлый раз у нас была чугунная, и мыть ее очень сложно. За этот месяц я успела уже поставить сюда полочки, прикрепить их на наклейки, которые их держат. Не совсем ровно встала нижняя полка, но я не смогла сделать по-другому. С верхней все получилось прекрасно. Дальше у нас здесь идет небольшой шкафчик, где я храню свою небольшую косметику, а также уходовые средства мужа. Так как у нас есть котик, его лоток разместился здесь. Ну а далее нас ждет стиральная машинка и, конечно же, главный наш. Далее мы можем попасть либо в кухню-гостиную, либо в спальню. Давайте начну со спальни. Наша кровать. Наконец-то у меня есть зеркало. Шкаф здесь меньше, чем в прошлой квартире, поэтому все вошло с трудом. Поэтому, возможно, в дальнейшем рассмотрим покупку небольшого комода вот в эту зону. Но сейчас мы сюда ставим сушку для белья. Спрятала ее за дверью, чтобы был к ней быстрый доступ. Конечно же, стул, чтобы повесить одежду. Стул, кровать, шкаф. Все уже было в этой квартире. Мой самый долгожданный подарок на нашу годовщину. Моющий пылесос с подобными полами очень сокращает время работы. Далее мы попадаем на балкон. Познакомьтесь с моим котиком. Это Иосиф. Скоро ему будет 6 лет, но только в ноябре. Кажется, с вами здороваться он сегодня не хочет. На балконе, честно, у нас завал, бардак и катастрофа. Но за месяц я до него так и не добралась. Большинство коробок здесь уже пустые, но некоторые из них я выбросить не могу, так как они из-под техники. Это наш не окончательный вариант аренды квартиры. Я думаю, мы проживем здесь год, возможно, больше, но не больше 2. Кресло от компьютера, сейчас для него нет места, но я думаю его распаковать после того, как разберу эти коробки. Да,
Не очень. Мы живем на 10-м этаже. Этот район довольно новый. Дом построен в 2022 году. Здесь симпатичный двор. Очень мне он нравится, но есть единственный минус. Рядом начинается стройка, а также дорога вот здесь не доделана. Конечно, ко двору есть другие подъезды, например, вон с той стороны, вон с той стороны, но для этого нужно пользоваться шлагбаумами. Муж не любит этого делать, поэтому наслаждается оффроудом. Слышимость, кстати, очень хорошая, и мы слышим всех детей, которые играют внизу, наших соседей сверху и снизу, но пока это не слишком удручает. Далее мы попадаем на кухню. Здесь у меня находятся такие фотографии с планами, наверное, на ближайший год. Возможно, расскажу о них позже в своих соцсетях. Кухня уже была, она хозяйская. Также меньше, чем на прошлой квартире, к сожалению. И не совсем удобные по расположению шкафов. Они просто глубокие, и достать то, что находится у задней стенки, очень сложно. Приготовила уже ужин. Здесь у нас овощи, немножко брокколи, немножко курочки. Но вообще остался бешбармак со вчерашнего дня, он и будет нашим основным блюдом. Далее зона обеденная. Стол и стулья также хозяйские. Стол стеклянный, очень тяжелый, но он довольно большой, что нас устраивает. Стулья здесь также были хозяйские. Мы купили на них чехлы, так как они красные, дермантиновые. И кот их, конечно же, попортит. Хотя они, конечно, уже не новые, но портить больше не хотелось бы. Они довольно массивные, и, к сожалению, я не нашла чехлов, которые бы закрывали его полностью и не выглядели бы просто как юбка, что мне тоже не нравится. Далее диван. Он тоже здесь. Уже был. Покрывало наше. Позднее хочу его заменить, наверное, на более темное. Далее у нас диван. Небольшая тумба. Недавно начала упаковывать это коробки. Здесь книги, здесь аптечка, здесь разные мелочи. Эти две пока пустые. Думаю, перенести сюда какие-то вещи, которые сейчас на балконе, например, новогодние игрушки, чтобы было это упаковано и аккуратно спрятано. Также здесь стеллаж. Его мне подарила мама на день рождения в этом году. Изначально я планировала его разместить на балконе, но мебели нам немного не хватает пока что на новом месте. И некуда было поставить микроволновку, так как на холодильнике слишком высоко. Знаю, что некоторые ставят туда, но это не практично для нас. В этой зоне не хотелось бы занимать стол, но а на столешнице также нету места. Поэтому микроволновка здесь хорошо вписалась. Здесь храним разные снеки, чай, фрукты, какие-то хозтовары. Пока миска кота стоит здесь, нужно купить небольшой коврик, чтобы не портить ламинат водой. Дальше мои цветы, хлорофитум и с платифилум. К сожалению, пока не цветет, хотя уже больше года у меня. Его мне мама подарила тоже. Дальше, конечно, компьютер, мое рабочее место. Работаю я из дома. Я учитель по английскому языку, занимаюсь репетиторством. Также муж здесь проводит свои вечера. Вот так выглядит наша квартира. Платим мы за нее 25 тысяч в месяц, плюс квитанции по ЖКХ. Первая нам еще не пришла, но я думаю, она будет в районе 2-2,5 тысяч, так как отопление еще не включили. Сейчас август. Позднее, зимой, нам, конечно, обещают, что дом новый, поэтому энергоэффективный, и за отопление не должны быть большие счета. Ожидаем мы, что вместе с отоплением будет выходить где-то 5-6 тысяч. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания. Мне кажется, данная квартира, она считается евро-двушкой. Довольно распространенный вариант на рынке аренды сейчас в России.
Площадь ее составляет 45, кажется, квадратов, если я правильно помню. Чуть больше места, чем на прошлой квартире, но там была просторная кухня. Здесь же зона кухни максимально небольшая, и большая часть отдана именно зоны гостиной. Поэтому радуюсь тому, что у нас появилась спальня. Иосиф все-таки соизволил проснуться. Кс-кс-кс. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Планирую выкладывать видео длинные, наверное, раз в неделю. Это будет идеальный план. Посмотрим, смогу ли я с ним справиться. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, а также поделитесь своим мнением о моем первом видеоролике. Спасибо за просмотр.